Здравствуй, Виктория. Привет. Тебе сегодня у нас появилось время полетать, и Отлично. я думаю, нашу дорогую Землю надо тоже почистить от этих энергий, которые накапливаются из-за всех этих перипетий, из-за войн, из-за срывов человечества, чтобы наша Мгм. Земля продолжала светлый путь и осуществляла этот путь гармония и процветание. Можно сказать, это такой, месяц от месяца можно сделать такие сеансы. Ну, конечно. Ну, во-первых, каждый человек, который освобождается от своих контрактов, от контрактов души, он уже в этой нашей ноосфере, то есть в коллективном сознательном, оставляет свой опыт, свой неизгладимый след преодоления этого контракта, расторжение его, и эта информация становится доступной для всех людей. Это важно. Но как раз Вернадский и другие великие умы прошлого века об этом как раз и говорили, что человеческий разум, коллективное, бессознательное человечество перейдет на новый уровень, когда вот эти негативные э, проявления будут подавлены волей человека к любви, к процветанию и волей человека к всеобщему благу. Я как человек, мне интересно разобраться во всем. Мне интересно познать путь человека, путь Творца на земле. Истинный, не сказочный, а истинный, как оно работает. То есть испытать себя, а на что я еще способна, а что я еще могу. Кто мы есть на самом деле, куда мы Да, идем. и когда мы идем вот своим путем, как ты говоришь, да, свое ядро, то есть самоидентичность, когда мы восстанавливаем свою самоидентичность, то человек находит себя, и его никто не может сдвинуть с его точки зрения, его никто не заставит пойти убивать соседа, как белорусы. Я же помню, я не знаю, у вас в России этого точно не показывали, а у нас собрали, это ж показывали, собрались генералы, обращение ко всем генералам Белоруссии, обращение к генералы обратились к Лукашенко и сказали: «Эй, папаша, ты что делаешь? Мы воевать не будем. Украинцы нам братья. И у нас конституция, которая нам запрещает это делать». И генералы предупредили других генералов, что если вы возьмете оружие и вы нарушите Конституцию, то вы будете преследоваться по криминальному законодательству Беларуси. А мне вчера спрашивали э, под сеансом, причем тут они спрашивали, я не знаю, под сеансом про Атлас, по-моему, там про войну ничего не было. Но спрашивали про репарации и так далее. Да, россияне будут платить репарации, потому что они попадают под криминальный кодекс, и все военные будут наказаны по криминальному кодексу самой же Российской Федерации, потому что там все это прописано. Они нарушили в первую очередь закон Бога в себе, предали себя как человека, предали себя как граждане, потому что нарушили Конституцию. И поэтому это не я придумала, Конституция есть у россиян, они под ней, там написано. Вот. Поэтому вот, да, я Как вот, веревочки не вейся, все равно конец найдется. конечно, да-да, вот так вот. Как ты думаешь, главная цель нашего сеанса какая будет? Какая? М, Ну, смотри, человечество а, сейчас очень сильно разделяется. И, как говорится, вот эти фашистующие энергии, они мешают всеобщему прогрессу, потому что человечество очищается. А, то есть неисправимые убираются из жизни, мгм.
Вот. Кто эти люди, которые миллион погибли россиян, так называемых, в Украине? Это те, которые предали себя, свое человеческое начало в себе. Хорошо, тогда поможем, очиститься Передадим и, информацию, да, да, и выйти на более, гармоничный путь свободы и процветания. да. Хорошо, Виктория. Я посчитаю от 3 до 1, ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да. Что ты сейчас видишь? Я увидела темную полосу, вот такая как волна, от сектора магии к интерферентам. И идет посредине эта волна, как будто бы шарик светящийся на себе несет. Считывается Земля, вот этот сияющий шарик. Это черная волна, коллапс. Когда я задала вопрос, что такое коллапс, мне пришел этот ответ, информация, что как в книге Маркса написано было, перед революцией, когда революции ну, создаются, да, потому что если происходит революция, так кому-то это выгодно, то есть кто-то это взял под контроль, этот процесс. А процесс это само вот когда верхи не могут управлять, а низы не могут это уже терпеть. Мгм. Так. И что вот эта полоска темная, что она обозначает? Она считывается как воздействие а, на умы человечества. И в секторе магии я вижу там силуэт человеческий, который как будто бы а, какой-то рубильник у него, и там пикалка какая-то, вот как азбука Морзе, что-то такое. Считывается Мгм. управление мозгом человека, мыслительными процессами. Так. Тонна физики приказываем проявить согласно физической ДНК. Считывается глобальный круг, и я вижу, что это выглядит как будто бы такая Земля, как шар, полусфера, а вокруг такой кружочек. И Э, там вокруг сидят на этом кружочке, это как стол. На этом столе мгм, я слышу пропагандистские идеи, и одна из них это плоская Земля, потом врачевание, то есть эзотерические вот эти, считывается это все как пакости. То есть это мгм, как пакостничество человечеству. Религии, вот это вокруг планеты. То есть это эфирный, считывается, создатель эфирной полусферы разума, полусферы. мгм. Это как Да, я некоторая. подумала, что это такое Мгм, полусфера, почему оно полусфера. Считывается диктатура, и я вижу вот от этой диктатуры над человечеством, но в секторе магии а, идет, как бы, я слышу, концепция разума и обращение к левому полушарию человека. И вот здесь там есть образ, как будто бы образ человека, то есть это слышу фрустрация, то есть это мгм, разбить.
упасть, разбиться. То есть вот это воздействие этой а, психотронного влияния. Мгм. А вот этот вокруг, это считывается идеологией. Это как будто бы блюда разложены на столе вокруг этой полусферы. А эта полусфера символизирует, я слышу, человеческий разум, догма, то есть это а, привязки. То есть именно вот здесь я М. вижу, происходят привязки к демоническим структурам интерферальным. Потому что правое полушарие человека имеет связь с божественной своей душой, с своим ядром человеческим, и это ядро является как частью всеобщего космического божественного разума. А, Считывается Мгм. этот разум как бесконечная доброта, гармония. Но идет Мгм. вот так, доброта. Так, а вот это на круг, из кого он состоит на физике? Это ты сказала, вот эти все От этих верования. тарелочек, да, идут Мгм. такие полосочки в сектор магии. Но самая большая идет вот эта черная, которая считывается как плоская земля. Мгм. Что это за верование? Как оно, воздействует на всю нашу И я человеческую. вижу, что оно выглядит в эфирном пространстве как лезвие, которое вот так левое полушарие разрезает на такие слайсы. То есть это считывается магическое воздействие, то есть насильническое. Это взлом матрицы жизни и взлом понимания. То есть это такого рода, как некий триггер, да, как некий якорь, не триггер, а якорь, да, который позволяет э, не то, что распознавать, а это как такая вещь, вот эти эм, не только о плоской земле, то есть любая ложь, в которую человек верит, это как будто бы человек разрезает себя и падает по этому лезвию вниз. Вот. а, Это считывается как, ну да, как лезвие, которое, Мгм. то есть человек, который верит в иллюзии, а не в факты, тот ломает своего внутреннего критика и становится податливым. Он становится буквально, ам, я вижу, как проваливается вниз разум Слепым, человеческий. слепым становится. Его ведут Да, в обои. это, как знаешь, как в психологии, если поверил один раз в ложь, то тогда веришь и в другую, и в третью, и в пятую, и десятую. То есть ломается вот этот считыватель истины, да, то есть это внутренняя настройка ломается, этот М. внутренний камертон истины. Мгм. Вот. И таких тарелочек вот много. Каждая имеет свой оттенок энергии. Вот там на следующей стоит, я слышу, православие. И я вижу такой, тоже на тарелке, на черной, вот такая, ну, очень интересная конструкция. То есть полусфера земля такая серая, вокруг черный стол, на черном столе черные тарелки, только вот это как разные оттенки. И вот золотой купол стоит на тарелке, на черной, считывается православие, такой крест там и какой-то символ. Крест как будто бы считывается М. повержен. И я вижу, что вот так наискосок лежит как будто бы крест вверх ногами, и там человек как будто бы руки вот так сложил, типа Иисус, догма смерти, я слышу. А,
И как будто там священник берет этот крест и макает в эту черную энергию в секторе магии. То есть фактически считывается антихрист, как будто бы священник там поет. То есть это служение, которое противоестественное, противоположно миссии человеческой души. Потому что Мгм. миссия человеческой души– это спасение, это очищение от контрактов и спасение своей души. А современное христианство, вот, оно имеет как раз противоположный путь. Наоборот, ведет вот туда. И вот этот крест, он там намочил в сектор магии, такой образ идет, и потекло оно в сектор интерферентов. То есть соединяет это христианство, это религия, соединяет. Ну, дальше там ислам стоит, целительство типа. Мгм. Ну, и вот это их много-много. Вот как я иду, там и газеты, и вот это СМИ, и вот это оно все такое, как, знаешь, как будто бы попал в какой-то ад, и там вот этот хаос такой, все Ага. беспредел такой. Мгм. То есть это вот эти навязанные, устойчивые, лживые мнения, которые формируют, ложное понимание мира и ложное понимание своего естества, и вообще противоположно к счастью души. Да, Мгм. Так, и кто хозяин этих всех, навязанных тарелок, этих убеждений? и сектора магии там такой хвост, кто-то как будто бы закутался в такую, как плащ, но хвост рептильный выглядывает, и он пытается убежать, а я его остановила, и он так и остановился. И я вижу эти лапы такие, как у крокодила, из-под темно-красный плащ, и какая-то корона на голове, и руки Мгм. вижу с костяшками, как у человека, с такими когтями. а, Морда лица у него как будто рептильная. Так, Мгм. какой-то шлем на голове. Приказываем ему отвечать, кто он такой. Пусть Сильно нам. уменьшился, я его передвинула. Он был как бы хотел убежать в сектор интерферентов, но я его подвинула закрытым в сектор магии. Мгм. Считывается человек-призрак. Я ему приказываю проявиться, кто он такой на самом деле. Мгм. Человек-призрак. Приказываем ему проявиться согласно его эфирной ДНК. Пусть убирает все иллюзии, все его лживые воздействия. Там внутри появляется какой-то странный человек, как будто бы без кожи, красный. Считывается как без кожи. И как будто бы вот такая черная полоса, как будто бы его разрезали вот так по посередине. А, Человек-призрак. И я вижу, что там проходит какой-то ритуал. Он как звезда пятиконечная. И факелы, вокруг стоят люди с М. факелами в черных каких-то капюшонах. А этот человек как будто бы на какая-то считывается вертушка, какая-то штука, которая не лежит на земле, а как-то вот так вот поворачивается. Какой-то механизм странный такой. И там эта звезда. Ага. И что с ним происходит там в этом ритуале? Он считывается человек-призрак. И я вижу, что я не хочу описывать, что с ним там делают, это ужасно. М. Мгм. Но э,
последствия, что он терпит невыносимую боль, и вот этот крик, а, оно считывается как экстаз смерти. Мгм. Вот это изымается от его этих всех страданий, и прямо вот такая энергетическая, как сущность, уходит. А, и в секторе интерферентов, вот там, где уже а, интерферальные сущности, и куда попадают вот эти души людей в этих Мгм. эгрегориальных структурах. Ну, это по ментальной карте я тебе рассказываю. Вот уходит эта его душа, считывается человек-призрак. Сейчас я М. спрошу, кто он такой. М. Виктория. Не хочу тебя пугать, но там есть и твоя энергия, и я вижу, как эти священники, вот эти люди, которые были в черных капюшонах, это священнослужители. И они так и засмеялись. Ха-ха-ха-ха. Таким ужасным голосом. И они, идет информация, что их служение, а, как раз вот это не зря, вот а, это православие проявилось, да, Мгм. что это служение культу дьявола. И таким образом они создают вот этот информационный блок, как компьютер, который заряжен этими энергиями, а Так. за основу они берут, а, я слышу, библейскую сказку. Мгм. Потому что я Так. вижу, что в Библии написано, чтобы уменьшить страдания этого человека, которого назвали Иисусом, эти рассказчики библейские, да, то они смачивали губку уксусом, чтобы он, как это было как обезболивающее. Но я вижу, и там чувствую энергии сочувствия от этих солдат, которые казнили этого человека. Андроник Комнин. Мгм. Но это был факт, да. Но то, что делают священники с своей паствой, они усиливают. То есть они не проявляют этого сочувствия, который проявили простой человек, простые солдаты, которые же его и казнили. А эти священники, они считываются как экзорцисты, но как-то странно, экзорцисты, я знаю, должны изгонять духов, но это ложь. Никакие экзорцисты никаких духов на самом деле никуда не изгоняют, а наоборот загоняют. Они им просто приказывают занять какое-то тихое укромное место и не высовываться, образно говоря. И я вижу, что эти священнослужители своими вот этими богослужениями, считывается дикие мессы, М. м, они, наоборот, этих черных духов из нижних порталов приглашают в наше пространство человеческого разума. И я вижу, что это потом все смешивается, Да. получается как такая каша. Вот эти все, оно держится на первом. Здесь прозвучало упырь. То есть это вся вот эта система, которые Мгм. люди называют антимир, упырь, самосаботажник. Точно так же, как у каждого человека есть свой личный, это набор этих программ. То же самое, это совокупляется
в единое такое поле человеческого информационного разума и Мгм. проявляется, дублируется, я слышу, дубликат, как на малом уровне у человека, а это то же самое, только разум человеческого общества всего. И я вижу, что эти культы, которые по своей сути все настроены на потерю самоидентичности, подчинения чужой власти, они на самом деле не служат добру, а наоборот усиливают то страдание, которое они взяли за основу. Нужно это страдание и эту Библию все разоблачить, этот Новый Завет и эту всю лживую историю. И тем более лживых этих священников. Я им говорю, что я их вижу. Они сняли черные капюшоны, а у них такие золотые на головах, как будто бы купола из церков. И они Мгм. взяли золотые эти кресты, и почему-то на меня вот так вот, они хотят меня изгнать. Экзорцисты они, да? То есть Ага. Ну, я так и подумал, что они души изгоняют, а не, бесов. и я Приказывай вижу. ему убрать их воздействие, пусть на них же и применяет. Потом они все дружно взяли и эти кресты, положили как бы, под землю, на землю. И эти черные энергии, которые, там были в этих, крестах, они Мгм. вынырнули как духи и полетели в сектор интерферентов. Э, я им приказываю убрать их воздействие с нашего святого пространства. И они все как один вот встали, сняли эти свои священницкие, эм, считываются Ряс. ризы, Мгм. почему-то не рясы, а ризы. Ну ладно, пусть будут ризы, рясы. И они стали вот как этот человек, который был там на этой вертушке. А этот человек — это эфирное тело, это не, это как дубликат типа. Он Мгм. встает и одевает свои одежды. И я вижу, он снимает этот венок черный, который ему нацепили во время этих служений. Это представь себе, на каждом этом служении происходит усиление этого энергетического вампира. Вот. И он снимает это, и черное с его как бы из сердца, черная это такая уходит, а эти священники падают как-то все, как карточный Мгм. домик. Я приказываю им забирать их ложь и их ложные свидетельства, я слышу. То есть они свидетельствуют о спасении ложь, потому что Мгм. каждый человек должен расторгнуть свои личные контракты. То есть это индивидуальная работа. Не, ну, свою свободу нельзя купить какими-то служениями, какими-то молитвами, а тем более вот этого всеобщее вот это. И я вижу, как Мгм. люди в церкви, как э, крестятся, и так уходит этот образ. Я передаю наше решение очистить все наше пространство от этой колдовской лжи, которая заключена в этих религиозных обрядах всех религий. Вот, потому что за этим православием сразу идет католицизм, и Мгм. там я вижу вот православие с этими красными, ну, вот золотыми куполами, а католицизм, вот этот эгрегор, он выглядит как будто такая какая-то эм, э, как Баба Яга, такая вся корявая, согнулась вот так. Ах, почему это Мгм. сейчас я посмотрю? Ну, так И выглядит. вот оно считывается как всемирная доминация, как монарх. А, вот, и Мгм. я Доминация. вижу, идет как будто бы эта бабочка-монарх, которая есть символом передачи энергоинформационных контрактов, блоков, родительских программ из предыдущих воплощений. Мгм. То есть это передача генетического, я слышу, генетической деформации.
и считывается служение дьяволу. И я вижу такой крест согнутый, такой корявый, с таким жутким телом, как будто бы силуэт человека, тоже такой, как засохший, как мумия. М, Считывается мафия, монарх, мгм, типа это как бы монарх над всеми политическими и всеми религиозными организациями. Это считывается католицизм как правая рука Люцифера, а мгм, православие часть этого а, считывается династии Люцифера. А дальше пошли всякие коммунистические а, разные коммунистические эгрегориальные структуры мгм. разных народов, там у них это под разным соусом. Потом пошла Так. эзотерика. Мгм, Считываются сеансы регрессии, и вижу, что это выглядит как будто бы кто-то, как семечки плюют, да? То есть эти души просто выплевываются, потому что они надеются на внешнего спасителя. То есть спасение исходит изнутри, из божественного источника. То есть смысл какой, что любое спасение уже есть внутри каждого человека, и никакой внешний спаситель не может... Ну, нас еще в институте учили, что ни один доктор не смог никого вылечить, если человек не хочет излечиться сам. Потому что болезни– это следствие неправильных предыдущих решений, даже болезни на физике, а тем более эм, кармы, духовные, я слышу карму, можно развязать только при скрупулезной личной работе над своими проектами. Вот так мгм. идет, проектами. То есть жизнь это как проект. Оглядываешься назад и рассматриваешь, что ты там напроектировал. Так. И что и мешает этим людям именно освобождаться самим? Ну, вот это я слышу, вот самый первый– это ложь, типа плоской земли или Бог Троица или что-то еще. То есть стоит человеку поверить во что-то, какую-то одну единственную ложь, Мгм, как он открывает ящик Пандоры, и тогда уже он верит любой лжи. То есть он уже теряет свою способность а, э, к ага, ну, и вот оно идет, мне я вижу, что это происходит как демографическая изоляция, то есть человек сам уходит от своего божественного источника и теряет связь с другими своими родственными душами, которые теоретически могли бы ему помочь. Он уходит в изоляцию, а это потом приводит на уровне, если вся страна идет по этому пути самоуничтожения, тогда на физике это проявляется, я вижу, изоляция всей страны, вот как Советский Союз. Да, это деструктивная структура м. политическая, которая проявлялась на физике таким Как образом, железный как занавес. железный Мгм, занавес, да, в то время как в Европе, например, и по всему миру множество малюсеньких стран, которые при желании мог любой захватить, но их никто не захватывал, у них там в полиции 5 человек, армии вообще нет и так далее. То есть это говорит о нравственности, о духовном потенциале этого народа. То есть нужно всегда смотреть, точно так же, как мы смотрим человек, который здоров, это говорит о том, что он идет по правильному пути. Да? Если мгм, какая-то хроника, тюрьма, там, психушка, еще что-то, это говорит о том, то есть это психосоматика говорит о том, что у человека есть искажение в его
принятых решениях, то есть его жизненном пути. Вот. И я вижу, что это касается и всей планеты, потому что оно вот так. Человек, каждый человек это как центр отдельной вселенной, и вся вселенная исходит из него. И что интересно, и из каждого так. То есть никто не хуже, никто не лучше. Но только одни теряют свой потенциал и становятся частью вселенной другой, вот этого антимира. И они Так. уходят в эту депрессию, так и звучит. То есть депрессия, которая там пресс больше и переходит просто, слышу, в магическое совершенство. То Мгм. есть человек теряет свою божественную сущность и превращается, ну, в колдуна. Так. Полностью подвластный становится человек этим демоническим структурам. Мгм. Виктория, а на уровне планеты как идет, вот эта ложь? Где, может быть, на уровне планеты есть зацепка, почему планета позволила этой лжи манипулировать сознанием всей планеты? Я вижу, идет метафора, как будто бы вот яблоко кусать, да, то есть это библейское. Я слышу искать. Сейчас я вернусь, что-то интересное прозвучало. Вернись, Виктория, послушай еще раз. Искать истину, где ее нет. Мгм. Считывается, что истина лежит на поверхности. Доверять глазам. Все просто. Мгм. То есть есть истина, а что ты видишь, что ты слышишь. То есть это доверие своим чувствам, потому что человеческое тело– это продолжение божественной души. Мгм. То Да, есть, где было потеряно это доверие собственным глазам, собственным чувствам, как это замыливание произошло на планете, есть ли какая-то конкретная зацепка, которую можно развязать? я слышу династия богов-пришельцев Мгм. и вижу, как такая полоса из сектора интерферентов вот так просто движется. Сейчас я посмотрю, что там. Что это? Мгм. Посмотри, Виктория, что это за Это династия? я вижу, там считываются демонические сущности. Это похоже, так и звучит, армада пришельцев. И я вижу, что идут, как будто бы в космосе летят такие огромные, а, это как корабли, они корявые такие какие-то. Считывается, я посмотрела, почему там считывается, что они замаскированы под астероиды. Мгм. То есть это для того, чтобы обмануть. И Мгм. там такие сущности, как в "Пятом элементе", такие брутальные. Вот. Монголоры. Мгм. И Так. я вижу, что они подлетели, к такому, считывается как божественный купол. Вот, к такому божественному куполу. Это как будто бы 2 пространства было. Мгм. И перед ними образуется такой, они подлетели близко так, и такой, как сияющий шар. И там энергия такая очень спокойная. И там планета Земля, она как будто бы купается. Планета купается. Она Мгм. вот так движется. Ну, как человек как будто бы плавает, купается, я слышу, наслаждается. То есть это как человек в каком-то озере прекрасном купается и наслаждается этим моментом связи с природой и своим телом. Вот точно так же Земля купалась в этих благословениях, благословенные такие энергии,
доброты. Опять я слышу вот это, безусловной доброты. То есть не любовь, как мы привыкли говорить, а именно доброта. А вот эти сущности, они разные. Они пришельцы, они подлетели и смотрят. И Мгм. говорят, у нас есть договор. Я вижу, что они как будто бы просверливают в этом пространстве такую отверстие и говорят, один из них берет, говорит, у нас есть договор. А выглядит он вот этот как колдун с чепчиком черным, такой вот в М, капюшоне, в таком, ну, с таким вот. А, да. И что дальше произошло? Давай посмотрим. Потом вернемся к этому колдуну. что произошло? Да, когда они предъявили этот договор Они планете. говорят, мы посидим на недолго, недолго. У нас, и они показывают, говорят, у нас есть люди, называют их рабы. И я вижу такие, как чернокожие, М, высокие, худые такие. То есть такие народы в Эфиопии. мгм. Говорят, у нас есть рабы на этих людей. И Так. говорят, что мы посидим, ну так идет, на недолго или не ненадолго. Мгм. Так, что Земля отвечает? Они говорят, что у них проблемы с космосом, о каких-то завихрениях и показывают вот такие какие-то завихрения, а это я вижу, что испортился космос у них там. Мгм. А мы, оказывается, на границе находимся. А там дальше уже как пустота, пустошь такая. И там такой, как вихрь образовался. Это, м, это путь, это пустота, вакуум образовался такой. э, Мгм. разложение э, династии богов-отшельников, творцов-отшельников. Мгм. Ам, Там идет информация, они говорят, ну, просто информация такая есть, она как бы в этом пространстве, в прошлом было. Говорят, что многие из нас а, пришли из света, Мгм. Это из а вот этих, они, из этой династии богов-отшельников? они стали отшельниками, но раньше Мгм. они принадлежали свету. Они Мгм. были сотворены в союзе света. Так. Это как, знаешь, психологи это называют единое поле жизни. Мгм. Это вот как Всевышний, Бог, еще там как-то. Но это есть такой, как источник один, единое поле жизни. Так, это что получается? Вот эти отшельники, они тоже были когда-то светлыми творцами. Они, да, Ихнее пространство ушло на аннигиляцию нет, из-за нет, оно не ушло. Они покосились вот так, как-то начали так. косо с недоверием смотреть на источник жизни, на поле сознания, на совершенное поле сознания. И они пошли, чтобы сотворить, я слышу, диффузии. То есть вот это они вышли из этого цельного, целостного поля сознания вселенского и ушли а, чтобы творить ну, по-другому. Мгм. И сотворили вот этот мир, который считывается как диффузный, там, где размыты границы. Ну или коммунизм по-нашему, да? Коммуна. То есть все общее, диффузное. Вот как вот. И они создали вот эту диффузную структуру сознания во Вселенной.
Мгм. А в этой диффузной, структуре, то есть так энергии устроены, что, образовались вот эти, считывается, свищи, то есть вот эти, как ураганы такие, свищи оно считывается, Мгм. которые начали, утаскивать, вниз, Это как тех, черные дыры. как чё да, да, они начали затягивать вот так. Это как эти ураганы, да, они так вот Мгм. движутся, вот так вот, как-то по краях, они считываются свищи такие. По краях Мгм. вот эта энергия очень сильная, и они там утаскивают тех, кто задержался на поверхности. Мгм. И они что, как отшельники начали искать место Они, новое? да, они превратились в отшельников, то есть они стали как, ненужные, как лишнее звено. А, Они Мгм. компактные, то есть они начали уплотняться, более становиться компактными, уплотняться. Их, мир начал уплотняться, и, вот это опять идет М. свищи, и я вижу, что вокруг они пытаются как бы вот так вот отхватить вокруг. То есть они стали, как бы источником вот этой агрессивной реальности, которая, пытается вместо того, чтобы исправить свои ошибки, а, то есть поглотить соседей и там поживиться, чтобы вот, а, продлить, пролонгировать, ну, фактически свой М. уход, свою смерть, чтобы еще пожить как бы. Так, а вот это наработки ихних вот этих паразитических догм, как, религии и все остальное, это они привезли с собой сюда на Землю? Это ихние схемы, ловушки? Ну, я слышу, да, что это и исходит от них, но это в человеческом разуме, когда человек ломается, он, как бы становится проводником вот этого смерча, его психика ломается, Мгм. человеческая. То есть это исходит, оно проявляется на физике, на людях-предателях. Ну, Так. это как священники эти. Мгм. Они же знают, в Библии написано: "Не убей". Ну, этот патриарх берет и благословляет: "Вот идите там всех этих фашистов украинских поубивайте". Да, крестовые походы, все эти то же самое. То есть, наговорить на человека, то есть, обезличить человека, превратить другого, человека. Вот украинцы, они не люди, они фашисты, они еще там какие-то, бандеровцы какие-то, еще какие-то. Вот их можно убивать. Они как вот тараканы, да? Хотя и тараканов, жалко убивать, ну, это поломка психики уже происходит. Мгм. Но я вижу, Ну, что это да. ложь, да, вот эта ложь как раз, навязывание, как Но лейбл. это происходит, именно от людей, Мгм. от человеческой психики. То есть, психика человека, она становится проводником, так или иначе. То есть наша духовная сущность может, иметь, как бы 2 источника. То есть М. вопрос, кто кого. То ли Мгм. человек, руководится своим божественным кодом, да, и, Да. является проводником божественной мудрости и доброты, или наоборот, он является Мгм. проводником, демонических этих, структур, энергий, и тогда, он лжет, магичит, то есть его путь Творца, человек по-любому творец, ну, путь Творца — это путь в никуда. То есть это сотворять вот эту, эм, реальность, как мы говорим, Мгм. антимир — это загрязненное, психическое поле Вселенной. Виктория, посмотри, какую роль играют вот эти чернокожие, как рабы, которых они привезли с собой. Какая ихняя роль в ихней игре завоевания?
посредники. Мгм. Их, ну, мне идет посредники. То есть их используют А, просто. мгм. Так, и Мне идет, их используют как планктон. планктон. Ну, как кит Мгм. питается планктоном, да, то есть они как посредники в этой игре м, более хищных демонических структур, этих туземцев. Мгм. Так, а вот этот колдун, который там с этим договором, кто он такой, этот колдун? Приказываю ему назваться, кто он такой. Так, этот в шапке, он а, Мгм. перемещается вот как в сектор магии. Он Приказываю. вытаскивает, я вижу, какой-то Мгм. договор, свиток такой, Мгм. договор с пришельцами. Посмотрю, кто что это за договор он предъявляет. Сейчас я спрошу, кто он такой Мгм. вообще-то. Да, приказываем отвечать. Он в секторе магии. Пусть проявится согласно его эфирной ДНК и отвечает, кто он такой на самом деле. Оно звучит как дух безбрежия. М. А, Так, а на имеет, физике? так, Ага. сейчас. Мгм. Опять идет, мы подписали договор между династиями. Так, а кто участники этого договора? Приказываю всем проявиться. С одной стороны, я вижу, идут эти, как монстры брутальные, а с другой стороны, там есть какой-то человек, который как будто бы запускает их, а, вот этих чернокожих. Я слышу, отдает Африку. Мгм. А, Кто это? Человек, который запустил чернокожих? Кто он на он физике? какой-то как будто бы не человек, какой-то огромный, как будто бы над планетой он. Спроси у него, кто он такой, или считай его эфирная ДНК. Спроси у него, кто он такой, как мы его знаем. Мне идет, мы знаем его как тебя. Мгм. Так. Ну, спроси тогда у меня, почему я запустил этих чернокожих. Ты говоришь, что нам нужен феномен согласия, выработать феномен согласия. Ты говоришь, Мгм. что у нас нет, ну тогда ты это говорил, Мгм. что, Не было. Мгм. ну, я же там, Да-да, значит, ты в это том времени. Мгм. в том времени. Ты говоришь, что у нас нет феномена согласия. Что это за феномен согласия? Ну, сейчас я посмотрю. Ты Мгм. показываешь вот здесь такая, как будто горошина такая черненькая. От нее идут такие прямые какие-то, как проводочки. А ты С это левого говоришь полушария, с правого. право полушария. Мгм. Вот это правое вот здесь. Ты говоришь феномен согласия. И Мгм. сейчас я зайду, посмотрю, что это.
Посмотри, Виктория, что это такое. А, Там считывается неполнота времени. Мгм. То есть То есть неполнота времени. Сейчас я посмотрю, что это. мгм, Я вижу, что а, ты считываешься как первое поколение богов, творцов. И не хватает пространства времени, такой какой-то энергии. Полноты времени не хватает. Сейчас я спрошу, зачем тебе вся мгм, полнота? И ты показываешь, что всей полнотой пространства времени это одно такое какое-то или энергия, или пространство, как шар, обладает только присутствующий. То, что мы называем Бог, Всевышний, он как будто бы в одной центральной точке и одновременно прямо везде. И только он обладает этой полнотой расшифровки, понимания пространства-времени. Сейчас я спрошу, зачем это нужно? А, Это чтобы не проходить, ты показываешь такие одинаковые отрезки, чтобы не проходить одно и то же. То есть, во-первых, невозможность просчитать. Ты здесь? да-да. Невозможность просчитать, а, увидеть, образно говоря, будущее, то есть просчитать свой тот путь, который выбираешь, то есть принял Мгм. решение, и не хватает всей полноты для того, чтобы Осознать осознать последствия. последствия в полной мере. Мгм, И здесь же вмешивается, и оно бы все сработало, и работало бы прекрасно до тех пор только, пока бы не появился вот этот который посеял сомнение. Как только появилась ложь, сомнение, я вижу, что еще до сотворения человеческой цивилизации был уже сотворен, или вот как-то оно так. так. Когда планета только, ну, как бы купалась в этих творческих, сформировалась, да, и Мгм. ее энергосфера формировалась, то этот антимир внешний, он уже существовал. И он пришел, и он испортил человека извне, с одной стороны, а с другой Мгм. стороны он способствовал выработке, я слышу, гипотетического будущего. То есть получается так, что вот есть опыт, и нет необходимости проходить снова и снова этот опыт. А, это вот как, знаешь, сейчас опять же идет такая, ну, человечество буквально сейчас уперлось в стену, перепробовали все М. формы управления и опять возвращаются к фашизму, да? Говорят, а давайте попробуем коммунизм построить, типа социально справедливое общество. Ну, это Мгм. ерунда, потому что это все приводит к фашизму, да, к откровенному. То есть нет необходимости снова ходить по тем же граблям. Так, а, феномен согласия, как с этим связано? Что это вообще за согласие? Но это вот согласие и отказ.
То есть, Мгм. есть предложение, как на столе, да, вот эта Земля, это полусфера, полукупол, а вокруг такой черный стол, на котором разложены блюда разные, скажем так, демонические блюда. И Мгм. феномен согласия– это, то есть согласиться или нет. Мгм. Отказ, я слышу, отказ от презрительной инъекции. А что такое инъекция презрительная? М. Это обозначает. Оно идет мне контракт, самый первый контракт на уровне ядра человеческой души, когда человечество попало Мгм. под влияние, я слышу, карантин, и вижу, как Земля из этого состояния, где она буквально купалась в этой доброте, она вот так вот отодвинулась и встала как бы посередине в эфирном пространстве. Эксперимент долголетия. Давай подробнее посмотрим, что это за контракт, эксперимент. Я вижу, что ты как творец брал активное участие, как и другие творцы, в этом создании этого прецедента. И мне идет это похоже как операция по удалению аппендикса. Если один Мгм. раз потерпел, аппендикс удалил, то потом можешь быть здоровым всю жизнь. Точно так же здесь выработка коллективного опыта, Мгм. оформление динамики, то есть прошлый опыт Так. становится как бы здесь я вижу эти догмы, Мгм. основанные на лжи, э, да, на этом столе, которые преследуют цель слепо поверить. Вот М. что-то такое, только в противоположность. Этот выработанный опыт, ну, как мы говорим ребенку, ну, э, не трогай печку горячую, а то попечешь пальчик, Мгм. Обожжешься. обожжешься. Ну, родитель может это сказать только после того, когда сам уже прошел этот опыт. А до тех пор, пока он не обжег свой палец, он этого не знал. Вот этот принцип идет. Мгм. Так. И цель этого типа, это эксперимент, но это не в том смысле эксперимент, что кто-то вот злой придумал поставить такой эксперимент, и вот есть подопытные такие кролики. Нет, это так получилось, и оно получилось естественным путем вследствие того, что одни захотели быть творцами по темному магическому пути, а другие были втянуты в этот процесс. Их никто не спрашивал. Точно так же, как война. Мгм. Украинцы не хотели, они не заказывали войну, да? Их втянули в войну. Точно так же и здесь. Человечество было втянуто, но оно сказало, ну хорошо, ам, мы выработаем опыт, по которому а, мы передадим эту информацию, и уже не надо будет, ну, образно говоря, терпеть этих нашественников, вот этих пришельцев. И опять мне идет феномен согласия. Так. И в этом феномене согласия нужно отключиться от согласия быть членом. Членом это в смысле у нас разные члены. Компонентом. Есть нога, рука, глаза. Мгм. Это члены одного тела. Вот точно так же отказаться быть членом вот этой деструктивной,
всей компании, Мгм. как мы говорим, антимир, вот этих пришельцев, которые наблюдают. И э, они имеют своих представителей, вот эти чернокожие. И я вижу, что они были сотворены, у них вибрации другие. У Мгм. них тоже есть божественные души, как будто бы заключены в такой черный ореол. То есть их черные тела — это не просто так, и у них Мгм. вибрации другие, да. Это как потерянные души в каком-нибудь море, Мгм. Так, давай вернемся ближе к контракту. да. Мгм. Спроси, каковы мои планы были. Я Мгм. вижу. Что, я думаю, как же, откуда у тебя мог быть контракт, если они только прилетели, если ты с ними еще не контактировал? Мгм. А ты его достал из будущего. Мгм. Ты его достал из будущего, там, где ты был этим андроником. Андроником. Мгм. Да. И то есть это один и тот же контракт, который протянулся вот от этого момента, то есть во все времена и до сегодняшнего дня. Мгм. И И что в этом контракте? ты Да. говоришь, я контраст, Контракт. Ага. контрастирую, ну, контракт, контраст, это тоже как-то контрастирую, говоришь с сумасшедшими мира сего и показываешь говоришь на люциферианскую секту. Мгм. И Так. оно так интересно, вот эти люди, которые втянуты в эту люциферианскую секту, то есть это религии, политики, эзотерики, там всякая разношерстная публика, это все, которые втягиваются, они испытуемые и испытывают себя и других, даже часто не подозревая об этом. Одни из них знают свой путь, а другие не подозревают, просто марионетками являются. А ты снова на тебя посмотрю, а ты говоришь, э, я кон- Контрастируя. контрастирую Мгм. с сумасшедшими мира сего. А я спрашиваю, каким образом? И ты объясняешь, что в тот момент, когда был этот контракт подписан, ты говоришь, ну, ты не один там был, там много. И звучит «мы контрастируем». То есть ты как представитель вышел вперед, как представитель многих божеств. Мгм. Вот, и я сейчас вот вижу и наблюдаю, что те люди, которые идут по пути освобождения контрактов и поддерживают нас в нашей работе, это Мгм. именно они и есть. А те, которые вот мешают, это те, которые или еще не проснулись, или просто обманутые, или откровенные вот эти демоны. Мгм. Вот. Так. И ты опять достаешь этот контракт и говоришь, что у нас есть договор между светом и тьмой, между душами света и душами тьмы. Мгм. На А мы даем. контрасте, ты говоришь, на Мгм. контрасте. И достаешь вот эту штучку, как капелька такая, и как Мгм. бы печать поставил.
Так, а что обозначает контрастировать? Я вижу, что от тебя идет такая энергия, вот так вот, у и когда приближаются другие, вот эти черные, магические, липкие такие энергии, они вот так прямо их отбивает, вот это твой свет. Считывается это ты как неприкасаемый. Мгм. Это то, что вот в последних сеансах вот люди, которые очищаются, сначала я услышала там у себя такое, потом у других, теперь у тебя. Вот считывается неприкасаемость. То есть это принцип электрической связи, то есть это Мгм. принцип энергии. Они не, ну, как бы не соединяются, От а отталкиваются отталкивается. по принципу резонанса. Разный Мгм. резонанс. Так, и что это значит в контракте? В этом договоре как-то связано все. Смысл договора. А, там считывается обрести цельность времени, пространство времени. То есть Мгм. этот опыт, который души прошли на Земле, проходят, они позволяют выработать в ноосфере, то есть во всем пространстве этот опыт для того, чтобы можно было просмотреть. А, вот теперь стало понятно. Человеческая психика и психика у этих творцов было изначально построено таким образом, ну, так совершенство, что мы не можем понять то, чего раньше не видели. Мне идет вот этот, знаешь, отсылка к этой истории, что когда приплыли европейцы к берегам Америки, Мгм. а индейцы никогда не видели кораблей. У них были маленькие такие лодочки, а огромных парусников они никогда не видели. Вот. И они 3 дня подряд смотрели или больше там, и видели только рябь, рябь такая волны, как будто бы там лодки были, но они не видели ничего. То есть кораблей они не видели, но они видели, что идут волны от каких-то, ну, какие-то странные. Но они вообще кораблей не видели. И хотя эти корабли стояли там. Потом они позвали своего вождя, и вождь пришел и видит точно какие-то волны на гладкой воде, а, как будто бы там что-то есть. И он начал всматриваться. Ну, наверное, М. он вождь был духовный, да? И он первым увидел эти корабли. И он потом всем рассказал, что это такие большие лодки, а на этих лодках такие вот там штуки, ну, которые Мгм. паруса типа. И вот это там люди какие-то там, и они вот приплыли, это что-то, что-то. И вот тогда начали всматриваться эти туземцы, и они тоже начали видеть. Точно вот так же такую роль играет вот наша человеческая цивилизация, которая вырабатывает своим отношением к добру, к злу, к чистому творению и деструктивному магическому свое отношение, да, вырабатывается вот этот созидающий опыт, который поможет в будущем людям распознавать, видеть как бы за горизонтом событийных рядов, предвидеть последствия своего выбора. Так, давай посмотрим контракт, на что мы согласились в этом контракте. Я слышу, главное не потерять жизнь. Мгм. Главное условие не потерять жизнь. И я вижу, что между этими светлыми богами и темными был этот контракт, и священная душа не была передана дьяволу, все держалось на уговорах, то есть контрактах. Мгм.
То есть, в тот момент, когда, человек отказывался продолжать контракт, то эти деструктивные демонические силы уже не имели права, человека удерживать. То есть мы заложили эти правила, при Да, котором они не могли уже растоптать право, я так слышу. Мгм, Они не имели права, не имеют по этому контракту растоптать право каждой души на освобождение. То есть, с одной стороны, все человечество попало как в ловушку, да, с одной стороны, мгм, но с другой стороны, никто не имеет права по этому контракту, образно говоря, добивать. мгм, Как только человек решает, выбирает свой путь, расторгает контракт с этим антимиром, то он выходит из-под контроля и сразу же попадает, мгм. слышу, под эгиду Под божественной защиту. защиты. Да. Так, что мы дали в этом контракте? Что? Что еще в этом контракте прописано, Виктория, посмотри. Я слышу слезы. О, компенсация. Предвидена компенсация. То есть это как юридический документ. Предвидена компенсация возврата всех потерь духовных, материальных, а, я слышу, М, грамотных. Что это грамотных? Когда вот эта психика взламывается, и когда люди теряют способность к развлечению, это тоже компенсируется, все прописано здесь. мгм, Так. Также я слышу возмездие за ложь, манипуляции. Там много таких этих мгм, манипуляций. Отказ от себя на незаконных основаниях. Это так все интересно, это так, там это все объемно, не просто написано, а так объемно, фигуры мгм. такие разные. Очень Всё интересно. юридически правильно построено, да? Да. Со всеми, вытекающими и втекающими. Мгм. Так. Я слышу контракт, дальше идет контракт, нет, договор о расторжении контракта. Каждый имеет право, призвать к ответственности соблазнителя. То есть вот Мгм, это, что мы говорим, ну, это мы видим, как на сеансах расторгаются контракты магические, и тот, кто магичил, получает карму моментальную. мгм. Вот это. Когда Я еще слышу возврат потенциала, это тоже Мгм, прописано все. То есть мгм, потом идет глубина сознания, и я вижу какая-то часть сознания вот из головы, про нее говорится. мгм, М. Возвращение в структуру души. То есть этот разум, который находится как будто бы, а, по-нашему это перевести, это как это связь между левым и правым полушарием, это способность переходить с одного в другое пространство, с пространства физического, пространство духовное, эфирное, и для распознавания лжи и истины. Считывается распознавание лиц. То есть м, распознается не только маски, но и способность распознавать духовную сущность. И вот эти, м. которые там корабли были все замаскированы под такие Под астероиды. Мгм, астероиды, они вот так расстроились. Ах, нас разоблачили. И вот так как время все в одном,
то сейчас мы таким образом можем исправить ту ситуацию, потому что сегодня мы просмотрели, и это пропишется, наш этот опыт, в том прошлом, которое было Мгм. там 10 миллионов лет назад. Передаем информацию, все Да. опыт. И мы, я вижу, так мы все встали, мы как будто бы занимались своими делами, а потом все встали и говорим, что мы вас знаем, и с этих отваливаются эти как будто бы камни астероид, да, и М. внутри там что-то как блестит, как наживка, вот как эти рыб ловят на наживку. Блесна. Мгм. Блесна, да. То есть это ложный свет, это то, что называют Люцифером. Мгм. То есть это вот маскировка. Типа отображает, то есть типа отображает свет первотворца, но не является ни светом, ни творцом света. Как зеркало. Мгм. Да, да. Вот. Так. И вижу, как эта сущность какая-то скрюченная, сгорбленная, хочет вернуться обратно. Я ему говорю: "Стоп, кто он такой?" Он говорит, ответ идет, что это первый из предателей рода человеческого. Как мы его Ангел знаем. смерти. Мгм. Этот, которого называют там Люцифер, ангел смерти, это та сущность, субъект власти. Так. И в нем такая, знаешь, считывается как якорь антимира. То есть это как и есть то ядро, которое создало вот эту всю путаницу, магическую матрицу, вот это Мгм. сознание дьявольское, Это его творение, да. этот якорь. Мгм. Он является как раз якорем, да, то есть его сознание, его решение, его выбор быть творцом Мгм. по магическому образцу, то есть вот этим, вот это он Мгм. и есть тем ядром, который противоположен ядру человеческого божественного. Так и звучит. Он, вот сейчас дошла информация, от него идет «Я Люцифер». Такая вот. Мгм. То есть я запрос дала, кто он такой, ты дал, и пришел ответ. Мгм. Так, а наша Говорит, энергия у него света без есть? света. Наша энергия у него есть? Наша это чья? Моя, например, энергия. По этому контракту, есть ли какие-то у него Уже энергии? нет. Я Уже вижу, нет. что Мгм. когда ты вот этот символический человек собрался и этот венок отдал, то есть это Мгм. презрение к смерти. Когда мы выбираем жизнь, нужно проявить презрение к этому всему темному. И вот я вижу, что это все вот разрушилось, и нет. То есть ни на каком уровне нет. И ты считываешься неприкасаемой. Это новый тип человека, неприкасаемый. Мгм. Такие вот Это эта чистое полнота, сознание, да. целостность времени была обретена. Она обретена каждым тобой, мной, другими, многими другими, и это передается как информационное поле в общее сознание человечества. Мгм. Распространяем всем Да, и душам. усиливаем, очищаем и запрещаем переброс кармы. Мгм. А ты как будто бы вот так вот взял и этот контракт разрываешь, и ты его вытащил, вот этот контракт, этот как колдун стоял в черном, да? Мгм.
Он Да, как будто бы вот так вот вытащил этот, помнишь, я говорила, что этот контракт как будто бы через дырочку вытащил. да. То есть это как раз и есть насильственное вмешательство, вот эта метафора, да, то есть втянул в М, то, во что мы не хотели быть втянутыми, потому что мы проявляли изначально доверие к первотворцу. Он сказал, что это плохой путь, он приведет к смерти, да, и большинство творцов богов поверили, да, а некоторые хотели, вот как Люцифер, он захотел своим путем пойти, но без м, этого творческого начала. И это привело вот к таким последствиям. И я вижу, как ты вырываешь обратно вот этот светлую часть из этого контракта, и такой свет пошел. М, И ты говоришь, что мы пришли к завершению эволюции души, к полноте созидательной силы разума. Мы отличили и показываешь эту энергию блесны, да, мгм, этот ложный свет от чистоты истинного света. Ты также говоришь, что распознали глубину человеческой души м, и показываешь, ну, просто взлетаешь с этой ситуации как божественный ангел, и все читают, стоят в том времени, когда это произошло, и время как будто бы вот так вот сплющивается, становится все здесь и сейчас. И я вижу, что испорченное сознание создает вот этот прецедент, как бы замороженное магическим путем черное мгм, время, как такие узлы. А когда растворяются эти контракты, то это пространство времени становится таким свободным, и идет опять эта метафора, как будто бы Земля купается в этом достатке, мгм. благоденствии, в счастье, в этой доброте. Изобилие, блаженство. Да, Хорошо. Давай, Виктория, очистим пространство, исправим все эти решения, события, подчинения, отдадим э, да, мерзости все ихние воздействия, ихние дела, ихнюю ложь, ихнюю вот эту Библию исковерканную. Пусть они все это забирают, несут ответственность. всю ложь, которую они туда внесли, пусть Мгм. убирают. И я вижу, что эта конструкция, вот как полусфера с этим круглым целым, она вот так вот открылась, как крышка. И все это держится а, я слышу, на трупах святых. Мгм. И вот я вижу, как эти э, энергии из сектора магии, как собаки лают именно на тех людей, которые разоблачают их же э, м, Мгм. тиранов. Да. То есть жертвы защищают своих тиранов. Я им передаю информацию, как буквально вот так вот, как экран показываю, чтобы они осознали и разоблачаем всю ложь, провозглашаем истину, и опять идет, что завершение цикла совершенства, распознавания, ам, Отлично. обличаем всю ложь, Мгм. запрещаем в нашем священном пространстве, пространстве духа, человеческого разума, манипуляции, агрессию, призываем карму на каждого, кто злоупотребляет божественными иконами любви, Мгм. вот, испытать все на них же, все их зло. Да. Восстанавливаем коны кармы во всей полноте. Пусть коны Мгм. мгновенно работает.
а, при даже мыслях нарушения иконов первоисточника. Пусть каждый Да, несет ответственность. Мгм. Хорошо. Так. Запрещаю транзит паразитической власти. Пусть сворачивает, забирает. Я запрещаю этим паразитам властвовать над человеческими душами, распространять их не ложь, их не культы, их не заблуждения, очищая наше пространство от этих дисгармоничных энергий лжи. распространяем свет, истину, энергии жизни. Мгм. Я слышу Любовь. благоухание жизни. Мгм. Жизнь действительно благоухает. Это так красиво, такие энергии, вот как будто бы вот точно, знаешь, такое место абсолютного спокойствия, где ты являешься частицей природы. Ну, ты это значит каждый, да? Я в таком Да. смысле говорю. Вот. а, как высшая степень наслаждения моментом жизни. И вот эту гармонию и любовь, и вот это благоухание жизни распространяем по всем пространствам, потому что люди уже забыли, что это такое. Пусть каждый вспомнит свой тот рай, свое божественное начало. Воистину так. Распространяем эту информацию, эти энергии, Мгм. чтобы каждая живая душа срезонировала с этой памятью благодати, жизненного счастья и видела путь, к чему стоит снова вернуться. Я вижу, как множество душ взлетают вверх, вот через этот портал, который был проник, выходят из этих темных пространств, как ангелы. Мгм. Отлично. Мгм. Хорошо, Виктория. Я думаю, мы выполнили сегодня нашу миссию. Да. Поднимаемся максимально вверх. Мгм. Отсоединяйся, Виктория, от всех и всего. Мгм. Проверь твое личное пространство. Все чисто. Мгм. Ладно, я благодарю тебя, благодарю нас, светлых душах, которые выполнили свою миссию по освобождению. Мгм. Я посчитаю, Виктория, от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Завершили мы цикл. Классно. У нас просто так сеансы не возникает. Все в свое время. Как раз еврейский праздник Суккот, Мгм. книга жизни. Понял? М. Это у нас с тобой уже не первый раз так. Да, у нас все по графику. Все запланировано. Да уж. Прекрасно. Действительно, мы уже забыли это чувство вот этой благодати, и народ просто не понимает, что может быть хорошо. Вот это и есть как этот